Рада вас всех приветствовать у себя дома. Круглое донышко бывает разное. Самое простое донышко — это картон. Оплести, сделать картонное дно. Здесь уже вы можете вывести столько стоек, сколько вам нужно. И ничего не рассчитывая, просто приблизительно, и уже плести. Оплели донышко и плетете. Подняли стоечки, и можно плести вот шкатулку. Потом еще простенькое донышко. Вот у меня есть такие корзиночки маленькие, различные для цветочков. Знаете, такие цветочки с конфетами внутри. Сладкие букетики вот для композиций. Здесь дно я просто вообще брала 4 трубочки, складывала крест-накрест, чтобы не было здесь в середине отверстия, совмещала и оплетала веревочкой в 2 трубочки. То есть вот маленькие изделия, вполне приемлемо такое донышко. Дальше идет по возрастающей. Донышки 2 на 2, вот в серединке. То есть крестовину мы закладываем 2 стоечки и 2 стоечки. Друг на дружку закладываем. Такие донышки оплетаются веревочкой в 2 трубочки. Подготовила, чтобы показать. Я много плести не буду. Смотрите, в видео у меня на канале есть ссылочка для тех, кто будет в записи смотреть. Сейчас появится там у вас на экранах. А так можете посмотреть в описании под видео. Я оставлю ссылки на все мастер-классы и на все изделия, которые я буду показывать. Здесь вот для начинающих я даже загибку не делала. То есть, когда к вам приходят гости, вы можете поставить сразу кружечку сюда, чтобы не портить мебель. То есть наплели, вы можете подарить сразу. И то, что вы только начинаете, не просто так взяли, сплели и выкинули, а сразу практическое применение. Причем закрывать пока ничего не надо, просто проплели, научились круг плести, обрезали стойки, подклеили, загрунтовали, залакировали, и все. И уже готовое изделие. Трубочки для веревочки в 2 трубочки я соединяю тупыми концами. Но это везде так. Чуть-чуть подальше место склеивания сгинаю и оплетаю. И здесь у нас получается, надо запомнить, при плетении, оплетании прямой веревочкой всегда берется нижняя трубочка. Идет нижняя трубочка вверх, потом верхняя трубочка вниз. Для того, чтобы вот когда крестовину оплетаем, ее удобнее вот в пальцах даже зажимать, чтобы параллельно вот здесь укладывать. Нижняя трубочка опять идет вверх, верхнюю мы убираем вниз. Для тех, кто совсем только начинает, крестовину лучше подклеить. Она будет меньше трубочки разъезжаться и будет легче плести. Когда вы проплетаете 2 ряда, я оплетаю обычно, здесь плету 2 ряда. Закрепляю стойки уже, чтобы они ни в какую сторону не ушли. И начинаю раздвигать стойки. Здесь уже расстояние большое и вполне хорошо, они лягут очень даже замечательно. Для тех, у кого пальчики еще не сильные, помогайте себе шилом, ножницами, чтобы вот здесь вот, когда образовывалось, когда вы разводите, образовывалось отверстие, чтобы удобнее было. Когда мы плетем, плести, сколько у меня девчонок занималось, почему-то все начинают плести вот так. То есть плетение кладут, располагают к себе, плетут от себя, то есть вот с этой стороны, сверху. Я согласна, так научиться гораздо легче. Вот, получается, работают все пальцы левой руки, прижимается хорошо. Стоечки, если вы учитесь только плести, берите одного цвета, темные, например, чтобы не путать их с рабочими трубочками. Если вы плетете вот так, сверху, это хорошо, когда у вас маленькое донышко. Ну, вот
корзиночку вы плетете, маленькое донышко оплетаете. Это хорошо. Но если у вас вот такое изделие, поднос вы плетете, вы добавили стоечки, у вас они упираются в живот, и вы до сюда плести не достанете. У вас не получится с этой стороны плести. Прижимать и аккуратно смотреть. Поэтому надо плести, учиться и с другой стороны. В идеале вы должны уметь и так плести, и так. Мало ли, что там надо поправить, тогда с этой стороны. Но в основном вот учитесь сразу внизу плести. Потому что переучиваться потом очень тяжело. Я сама переучивалась. Не знаю почему, но почему-то вот легче учиться сверху плести, чем снизу. Здесь вот трубочки подворачиваются, чтобы отверстий не было. Вот у нас получилось донышко. Если сюда добавить еще трубочки, то будет уже донышко 3 на 3. Между стойками оптимальное расстояние до 2 сантиметров. Но лучше, если оно будет 1,5, где-то вот так вот. То есть, если оно будет очень большое, вот так вот, будет просто некрасиво. Плетение вот здесь вот я училась на этой плетенке. Ну, не очень красиво, когда идет вот здесь вот. И загибка тоже не очень красивая получилась из-за того, что вот здесь неправильно выбранное расстояние. То есть надо было вот здесь вот пустить еще одну стойку. Но расстояние должно быть не меньше 1 сантиметра. Потому что меньше 8 миллиметров, 7 будет просто тяжело плести. Я использую такое донышко для маленьких изделий, где нужно вот стоечек совсем немного. Если мне нужно стоечек побольше, вот, маленькая корзинка, донышко сплетено, вот как я сейчас показывала. А это донышко уже совсем по-другому сплетено. Для крупных изделий я уже выбираю донышко с крестовиной по диагонали, добавляются трубочки, потому что здесь плетется веревочкой, оплетается в 2 трубочки, а здесь уже идет ситец. И вот эти 6 рядов, они так быстро проплетаются, и получается просто большое, круглое. Его быстрее получается плести. То есть, чтобы сэкономить время, возьму маленькое 2 на 2 трубочки. Если нужно побольше, если изделие планируется побольше, чтобы не добавлять лишний раз, можно взять сразу 3 на 3 или 4 на 4, а больше будет некрасиво, наверное. Но я больше не брала. Я сначала беру вот трубочку, и для того, чтобы потом хорошо ее убрать в плетение, ну, спрятать, она была не видна ниоткуда, я ее вывожу вот наверх. Здесь буду прятать. И оплетаю ситцем. Трубочки, которые идут вот вниз, для того, чтобы легче было в самом начале плести, надо склеивать крестовину, будет намного легче. Вот эти вот трубочки подняла, под них провела, потому что если не поднимать, вот здесь вот отверстия будут. Надо подтягивать трубочку, чтобы отверстий этих не было. Чуть-чуть повернула, сверху положила, вниз опять подняла, подтянула саму трубочку. И вот этим витком я трубочку, кончик прячу. И он полностью сейчас уйдет. Не будет не виден ниоткуда. Еще подтягиваю. И иду на второй ряд. Если это 2 на 2 крестовина, маленькая, я плету 2 ряда. Ну, 2 трубочки беру и 2 ряда плету. Вот, проплела 2 ряда. Трубочку обрезаю, беру другую, ну, рядышком прям закладываю, чтобы тоже сверху. Так, та, которая у нас вверху, теперь вот так вот, то есть меняем, ну, при обыкновенном ситце, как делаем. И здесь наверх. Здесь у меня просто трубочка такая плохая, полая. Внутри я подальше заложила, чтобы побольше срезать.
И также 2 ряда. Опять ее прячу под виток. Везде прижимаю, чтобы... И вот еще интересный момент. То есть вот я доплела, у меня осталась трубочка. Я ее оставляю. Беру другую трубочку. Также ее вот под эти трубочки прячу. Вывожу, вот, сгибаю ее. Вот она вышла. И получается делаю, развожу стойки сразу по одной. Плету уже веревочку. Ну, получается простенькое дно и красивое. И плести его очень легко. Вот, дальше оплетается также веревочкой. И добавляется до нужного количества, до диаметра, добавляются стоечки и плетется. Если вам нужно количество стоечек нечетное, просто где у нас будет менее всего видно, ну, вот здесь вот я вот добавляю просто под витки. Добавляю, и здесь у меня будет не 2 трубочки, а 3. Я вот их проплету, когда полностью ничего видно не будет. Что в одном месте я просто добавила одну трубочку. И получится нечетное количество трубочек для узора. Еще интереснее донышки, если брать вот 4 трубочки, я складываю пополам, сложила и одеваю петлями друг на дружку. Одну, потом петлей вторую и петлей последнюю. И просовываю ее сюда. То есть дотягиваю, получается готовое начало донышка. Сейчас, секунду. Такие донышки удобно сразу начать оплетать веревочкой в 2 трубочки. Довольно красивая сердцевина для начала плетения круга. Следом, это было 4 трубочки. Теперь я беру 3 трубочки. Тоже складываю пополам. Также одеваю петельки друг на друга. У меня получается треугольник. Это еще одно донышко. Затянули. Его тоже начинаем оплетать, если веревочкой в 2 трубочки. Получается замечательная сердцевина. Очень красивая. Если к этому треугольнику добавить еще один треугольник внутри, то получается цветок. Имитация цветка сакуры. Есть на моем канале, где я показываю разными трубочками разноцветными, чтобы было видно хорошо. Покажу, вот он уже, я приготовила его, собранный вариант. Очень хорошо тоже смотрится что на крышечке, что на донышке шкатулочки. В этом цветке сложить его нет ничего сложного. Сейчас я возьму разные трубочки. Один треугольник я сложила. И одеваю на одну вершину треугольника трубочку вот согнутую.
и в серединку заправляю. Одну сделала параллельную, вот этой вот. Надо теперь параллельную другой. Уже одеваю на ту, которую вставила. И продеваю уже под 2. Вот у меня получилось 2 грани треугольника. И последнее одеваю на последнюю, которую вставила, и внутрь. И здесь закрываю треугольник. То есть вот здесь вот, как мы вначале друг в дружку просовывали, и здесь тоже надо закрыть его. И получается треугольник у меня в треугольнике. Самое главное, чтобы вот эти вот, где выходят трубочки, между ними была гапелька. Все, а потом еще важный момент, не когда подтягиваешь трубочки, не перетянуть их, потому что вот смотрите, если, например, вот она уйдет вон туда, вот сюда, то цветок не сложится. То есть подтягивать надо равномерно все углы. 5 на 5 крестовина. Перед Новым годом очень будет актуально шкатулочка или поделка вот такая с таким вот донышком в форме снежинки. В чем была моя ошибка? При плетении снежинки я не там перехлест делаю. То есть вот здесь вот моя ошибка и есть. Вот я перехлестнула вот тут вот, а здесь вот луч идет вот отсюда снизу. Если он не перехлестывается, вот они лучики, а вот это вот пошло вот здесь вот перехлесты, те, которые я вот сюда вот перенесла. И там все в том, что заключается в том, что в самом начале здесь не надо было по рисунку уситься. В самом начале, когда закладываем трубочки, сейчас я найду начало. Вот переход, получается, я должна была трубочку увести вниз, а она пошла наверх, чтобы 3 эти трубочки оказались вверху. Всего вам доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Заходите обязательно в описание, я там оставлю очень много ссылок. Всего вам доброго, до свидания.